Всем привет! Сегодня расскажу, почему нельзя заряжать аккумулятор автомобиля напрямую на клеммах и какие ошибки делают большинство автовладельцев. В современных машинах аккумулятор часто расположен не под капотом, а в багажнике или под сиденьем. Многие думают, что его нужно снимать для зарядки или подключать зарядное устройство прямо к клеммам, но это не так. Дело в том, что аккумулятор связан с системой управления автомобиля через специальные датчики и блоки. Если подключать зарядное напрямую, бортовой компьютер не понимает, что батарея полностью заряжена. Он считает ее разряженной и продолжает пытаться дозарядить, что вредит ячейкам аккумулятора. Именно поэтому после неправильной зарядки часто появляются сообщения о разряде батареи при следующем запуске. Система попросту не знает, что аккумулятор уже заряжен. Еще один важный момент – безопасность. Снятие аккумулятора или подключение зарядки напрямую к клеммам может вызвать искры, короткое замыкание или даже повредить электронику автомобиля. Как же правильно? Все просто. Используйте специальные клеммы для зарядки, которые предусмотрены производителем. Это те же контакты, которые применяются для прикуривания машины. Подключайте зарядное устройство так же, как и при запуске с внешнего аккумулятора, и спокойно заряжайте батареи. Капот и багажник можно закрыть. Главное, чтобы система контролировала процесс. И еще один совет от меня. Используйте подходящее зарядное устройство. Обычные гаражные зарядки не всегда безопасны. Для программирования модулей автомобиля вообще нужен стабилизатор напряжения. Обычное зарядное устройство может сжечь электронику. Подытожим, никогда не заряжайте аккумулятор напрямую к клеммам батарей. Делайте это только через специальные точки подключения. Тогда система будет правильно управлять зарядом и батарея прослужит дольше. Надеюсь, данное видео будет полезным. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале.